Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Мы продолжаем беседы с профессором Неумывакиным о здоровье. Сегодня тема нашей беседы посвящена соде, об использовании соды в целях оздоровления человека. Иван Павлович, вот вы расскажите, откуда такая идея пришла, что соду можно использовать еще для оздоровления? Добрый день. Прежде чем говорить о соде, это действительно уникальное вещество, я бы хотел сказать следующее. Мы в последнее время с Александром Васильевичем все то, что мы с вами наговариваем, превращаем в книгу. Она будет называться «Беседы о здоровье и долголетии». Она выйдет, наверное, где-то осенью, в октябре, может быть, в ноябре, к Новому году. Одновременно выходит одна книжка, довольно интересное название «Человек и основные законы его жизни». Сегодня существует много теорий. Человек появился 100, 200, миллион, или сколько лет тому назад, сколько было цивилизаций, но откуда он взялся, этот человек? Если появилась цивилизация, значит, там были, хотел сказать, люди. Но откуда они взялись в этой цивилизации? Кто явился предтечей тех, что они появились? Так вот, в этой книге «Человек и основные законы его жизни» я даю подробный ответ, на который не могут ответить ни археологи, ни геологи, ни астрономы, которые думают, а есть ли жизнь на других планетах или нет. В моем родном институте медико-биологических проблем проводились исследования многонационального экипажа, который якобы отправится на Марс. И собирается ведь лететь на Марс. Но мы получили информацию с Левинцовым, что на Марсе не было жизни никогда и не будет в ближайшее время. Для того, чтобы жизнь была на какой-то планете, необходимо более или менее такое же стечение обстоятельств, чтобы возле Земли, обитаемой планеты, был такой спутник, как Луна. Это подробно написано в книгах «Вселенная, Земля, Человек», и в последней книге я тоже останавливаюсь на этом. Но самое главное, здесь, в этой книге, вы прочтете, откуда взялись люди на Земле, кто их откуда доставил, и когда вообще появился человек, и кто к этому приложил руки. Но самое оригинальное, помимо того, что в этой книге вы найдете вселенские законы, по которым живет вся Вселенная, в том числе должен жить человек, я вывел закон жизни не эфирного тела, не души, не энергоинформационной сущности, как человек, а физического тела, причины заболевания. Почему он заболевает? Ведь ему фактически дана жизнь, бессмертная с точки зрения не физического тела, а вообще общего, потому что душа бессмертная. И я в одном из книги «Долголетие» задаю вопрос, а бессмертен ли человек? Да, он бессмертен, но не с точки зрения физического тела, но выдано нам во временное пользование на этой существовании на бренной нашей земле. Только. И причем ее не обманешь, эту природу. Она ответит на определенное количество лет в среднем. Можно умереть еще и не родившись, а можно жить там до 80, до 100 лет. Но надо узнать, как правильно жить, чтобы творить на земле благо и не делать пакости ни себе, ни другим, и как прожить ту жизнь, которая нам отмерена высшим космическим разумом. Теперь я вернусь к этой книге, которая скоро выйдет. И там, конечно, мы уделим большое внимание в отношении соды. Вы уже достаточно грамотно, если внимательно читали все, что мы наговорили с Александром Васильевичем,
что основная причина, связанная с заболеванием, это кислотно-щелочное равновесие. Это единственный показатель, который в течение всей жизни не должен изменяться. У нас организм – это саморегулирующая, самодостаточная система. Так вот, за счет саморегуляции кислотно-щелочный баланс, как вы уже помните, должен быть составлять в крови 7,4 плюс-минус там 0,1, 0,15. Но у нас ведь в организме есть и кислоты, и щелочи, как все в природе. А все в природе, как вы знаете, в основном это щелочная природа. 3/4 и 1/4 кислая. А вот все вместе, применительно к человеческому организму, мы с вами составляем щелочные элементы. Если кислотно-щелочное равновесие оценивается от 0 до 14, то семерка – это нейтраль, центры. Вот все, что выше семерки, это уже щелочи, а ниже семерки – это уже кислоты. И даже после 7,4, если ниже, это слабокислотное, после 7 это уже вообще выраженное кислотное состояние, называется ацетоз. Это уже дело пахнет керосином и недалеко до больших серьезных болезней и смерти. Так вот, теперь смотрите, что происходит. Во рту у нас щелочная среда. 7,4, 7,6, 7,8. Щелочи. В желудке у нас от 0,2, 0,3 до единицы. Кислота – это концентрированная кислота. В двенадцатиперстной кишке уже там получается 7,9,8 и 8,4, 8,5. А в тонком кишечнике щелочная среда еще больше увеличится, до 9, 8, 9. И только в толстом кишечнике, где находятся миллиарды микробов, которые перерабатывают и клетчатку, и все, там она становится слабо кислотной, 6, 8, 7. Но, когда воду, мы ведь говорили уже сколько вам, что воду надо пить натощак. Если вы пили во время пищи, то вы разбавляете эту желудочную кислоту в желудке, и она не может переварить пищу. Это вы вредите себе. Это вы уже закладываете фундамент для появления болезни. Вот почему нужно пить воду за 10-15 минут до еды или через 1,5-2 часа после еды. Вот такая вода, у нас есть малая дорожка желудка, вода сразу транзитом проходит в двенадцатиперстную кишку, а там щелочь. И вода становится pH там от 8 до 9. В тонком кишечнике еще более усиливается. И окончательно вода, она ведь всасывается, начиная с ротовой полости. Вы только взяли, уже знаете, кислая, слабая, горькая, соленая. А там она окончательно всасывается в тонком кишечнике, где формируются уже продукты, которые нужно выбросить. И вот, начиная с двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки, щелочная вода начинает всасываться для того, чтобы создать общую генерирующую составляющую, вот эту 7,4. Очень мощная система, которая саморегулирует и поддерживает эту величину на вот этой постоянной величине. Так когда я начал заниматься тем, что дошел до этого кислотно-щелочного равновесия, а как его регулировать? Как восстановить его нормально? У меня ведь, вы знаете, была собственная реанимационная служба. Если что-то случится с человеком, они берут и вводят 5% соду внутривенно. Я спрашиваю, а что вы делаете? А как? Мы раскисляем организм. Любыми своими действиями, даже матерные слова. Я уж не говорю курить, водку пить и разбавлять пищей водой. Это все мы закисляем организм. И в течение жизни организм там борется с этим. Но у него резервы медленно, постепенно угасают. И когда они уже дошли, уже все до предела, вот тут, как горох, начинает сыпаться разные болезни.
И что делают реаниматоры? Они мне не объясняют, почему закисляется организм. Они сами также едят и во время еды пьют воду и все прочее. То есть понятия не имеют, что они закисляют организм. А потом с помощью соды они начинают раскислять ее, ощелачивать, потому что пищевая сода, она сама по себе, это мощный щелочной элемент 8,9, pH так называемый. И возник вопрос, а что ж теперь, как можно использовать соду? Вы поняли, вероятно, я ничего не придумал, это все закон природы. Если взять Всемирную советскую энциклопедию, если взять справочники по лекарственным средствам Машковского, я разыскал страницы, где как раз говорится, что сода в организме может раскислять. А ведь вы же знаете, что сода пищевая используется для того, чтобы сковородки, кастрюли чистить. А там жир. Вы готовили на жирах. После этого осталось, нужно отмыть, и вода не отмывается. Берете соду с водичкой, и та же сковородка и кастрюли становятся чистыми. Тогда возник вопрос. Если сода пищевая, да еще щелочь, использовать в организме, а ее используют врачи для того, чтобы убрать изжогу. Изжога – повышенная кислотность, а щелочь ее убивает. Но они говорят на обычной воде. Но если все, почему меня сейчас обвиняют врачи, что ладно перекись, там я их убиваю, людей, с помощью перекиси, они ведь понятия не имеют, что в тонком кишечнике есть лимфоидная ткань, которая до 70% клетки иммунной системы сама восстанавливает, не восстанавливает, а рождает. Я уже не говорю вилочка, железа, костный мозг, там, селезенка, а именно лимфоидная ткань тонкого кишечника. Для врачей это вообще нонсенс. Они же не понимают этого, они просто этого не знают. Что без перекиси водорода мы жить нормально не могли бы. Она у нас есть там. Так вот, в отношении соды. Действительно, если соду на холодной воде принимать, это хорошим не кончится. Я нашел опять в литературе, в том же Агни-йоге, Рерихом, семьей, которую у нас с Людмилой Степановной судьба свела. И фактически в России, в Советском Союзе в последние годы все события, которые были связаны с Рерихами, мы были там самыми уважаемыми гостями. И Ирина Михайловна, которая 4 года проходила с ними по Тибету, и она считала нас своими личными врачами, и все проблемы со здоровьем решались только вместе с нами. И мы были просто друзьями дома, как хотите, можно сказать. Так в Агни-йоге Елена Рерих всю жизнь принимала соду на горячей воде, не кипяченой, а горячей воде. И в том числе даже на молоке. Ведь холодное молоко, это чужая молекула, это очень сложная молекула, это чужое вещество. Оно в ряде случаев людьми вообще не воспринимается из-за там молочного сахара. Это очень сложный белок, и там до 20-30% людей вообще не переносят молоко. Кисломолочные продукты я здесь не трогаю, там все нормально. Так вот, сода образует натриевые соли вместе с аминокислотами, которые там есть, и они лучше всасываются в кишечнике, и в этом плане горячее молоко, не кипяченое, можно пить содой. И вот здесь возник вопрос, что когда Рерихами почитал Агни-йоги, и так как я знаю достаточно хорошо эту семью с Людмилой Степановной, то там было, что она всю жизнь пила соду на горячей воде за 15-20 минут до еды, натощак, утром и вечером обязательно, днем желательно. Вначале нужно брать четверть чайной ложки, приучить организм к этому 2-3 дня. Если все нормально, то никаких
противопоказаний нет. Но на всякий случай. Организм, лошадиная доза, если принимает любого вещества, оно может среагировать не очень хорошо. Затем пол чайной ложечки без верха. Если все нормально, через 3-4 дня уже чайная ложечка без верха. Потом вы можете принимать как хотите. Но утром и вечером. А если уже старенький человек, пожилой, то и 3 раза в день. Все дело в том, что у нас в результате того, что нам привили свойства, как правильно кушать, 1, 2, 3, особенно начиная с детей, это страшные вещи. Вы уже должны знать, что вы уже потенциальный больной. Вы уже больной, который потом будет использоваться индустрией, которая называется здравоохранение. Вы же здоровый им не нужны, вы нужны больной. И вас сделают уже исподволь этим больным человеком. Научиться правильно пить жидкость, причем только чистую воду, которая только в двенадцатиперстной кишке и тонном кишечнике становится структурированной, той, которая нужна для клетки. А там 8-9 pH. За счет саморегуляции, которая существует в организме, этот pH 7,4. Запомните эту цифру. Это ваше спасение. Если вы заболели, у этого больного 7,4 никогда нет. Оно опускается. Чем ниже, тем хуже. Особенно после 7. Там наступает уже необратимое явление, которое связано и инфарктом, и инсультом, в том числе онкоклетки. Так вот, все дело в том, что когда вы кушаете так, как вам советуют и навязывают, на всех уровнях. Вот недавно заехали по пути в Макдональдс. Посмотрите, что делается. Булочки из белого хлеба. Булочки белого хлеба, если взять такой же кусочек, например, курицы, то там в курице в 2 раза меньше килокалорий. Вот этой булочки где-то от 800 до 1200 килокалорий. Белого хлеба. Это клейстер. Там же отрубей уже нет. Единственное, что хорошо в этой пшенице, которую ободрали отруби, в самом центре пшеничного зерна есть еще зародыш, из которого рождается сама пшеница. Единственное, что полезно, все остальное, это, извините, это вредоносный продукт, которым вам почтуют эти самые, которые называются кондитеры, самые различные изыски, кондитерские и всякие прочие дела. Но там же мясо. А мясо это кислотный продукт. Там 2-3 кислотности. А потом нужно же его переварить, это мясо. А потом помимо, там зелень немножко. В Америке, кстати, зелени не было. В Америке вся поднялась, что нужно обязательно зелень. Они туда дали немножко зелени, немножко. Но по отношению к мясу оно должно быть в 3-5 раз больше объема, чем мясо. А этого нету. Но самое главное, вас приучают капучини пить. Ой, балдеют, сидят. Вы опять разводите эту пищу, эту соляную кислоту, и чего? Что? Хотят сделать вас здоровым? Да нет же. На всем уровне, во многих странах. Я, насколько знаю, в Индии, еще где-то там вообще убрали эти Макдональдсы. Нету их там. А в России они как дрожжи, как насаждаются на каждом перекрестке. Чего? Да потому что это быстрая еда. С одной стороны, это неплохо, а с другой стороны, вы уже больной человек. Так все дело в том, в результате такой пищи у вас там происходят недокисленные продукты. Это значит, вот этот жир, который из того же белого хлеба образуется, да еще вы мало двигаетесь, и вот эти недокисленные продукты, они откладываются в жировые прослойки. А жировые прослойки оседают на внутреннюю поверхность сосудов. Ну, так как в любой канализационной трубе. Вот спросите у ассенизатора. Да у вас на кухне вы прочищаете, и там какая-то смазка, слизь. Это вот эти продукты недокисленных жиров. И они у вас оплетают внутри стенку сосудов.
Стенка должна быть вот такая, а потом она становится вот такая, а потом такая. Чего? Недовоз продуктов питания, не отвоз шлаков. Вам это надо? Не надо. Так вот, прием ее соды заключается в том, что она доокисливает вот эти доокисленные продукты, и так же, как вы сковородки или эти самые кастрюли чистите, и сода начинает очищать сосуды от этих недоокисленных жировых наслоений. Она чистит сосуды, восстанавливает их, ну, трудно сказать, до исходного положения. Но если вы еще занимаетесь физкультурой, если вы где-то прогулки, если так, где-то вам трудно там бегать, не обязательно бегать. Элементарно делать физические упражнения. Кстати, в книге, которую мы сейчас с Александром Васильевичем вот заканчиваем, мы буквально уже передаем в редакцию, для того, чтобы там привести ее в божеский вид, в соответствии с их законами построения книги, там мы пишем элементарные упражнения, которые лежа на полу, лежа на кровати, не надо никуда бегать. Вы будете поддерживать себя на том уровне, чтобы это было достаточно, чтобы вы сами себя обихаживали. Проблем у вас с любым состоянием системы не было, но это вы должны делать. Дураков сейчас нет, особенно в России. Ведь посмотрите, что происходит. Я сегодня взял газету. При Государственном совете наш президент проводит совещание по поводу того, что для оптимизации так называемого здравоохранения, я назвал это здравозахоронение, были ликвидированы более 20 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. И в 2 раза меньше стало российских районных больниц. Вы представляете, что произошло? В январе-феврале месяце дали указание убрать эти пункты, где люди могли получить и родовспоможение, и первую помощь, и все прочее. Это значит, там врач мог быть, 2 сестры, санитарки, хозяйственники, машина. То есть это очаг, который позволял оказывать первую помощь в любой глубинке. Более 20 тысяч. Вы представляете? А там же люди. Значит, эти люди ликвидировали этот очаг культуры, ликвидировали все, что там оказывали помощь. Людям делать нечего, как только покидать эти пункты и места жительства, или остаются люди, которые доживают там. Это же тысячи. Я уже не говорю о миллионах. 3-5 лет прошло, и сегодня Путин собирает и говорит, да, надо все восстанавливать. Но деньги-то отпускали на все это, деньги куда-то ушли, а теперь в бюджете денег для этого нету. Я почему об этом говорю? Сегодня вы в России брошены, вы никому не нужны, вы нужны только сами себе. И вот находите 15-20, максимум 30 минут в день. Немножко утром, немножко вечером, для того, чтобы быть здоровым. Выжить в этих условиях, пережить все те эксперименты, которые строят над человеком. А человек – это сложная система. Там все настолько взаимосвязано. Поэтому та неопределенность, в которой мы живем, то необычное состояние, когда мы не знаем, что нас ожидает завтра. Ничего твердого, ничего определенного нет. Это все состояние болезни. Так вот, то, что мы сейчас в этой книге говорим, беседы о здоровье и долголетии, мы вам даем те основы оптимального существования человека, чтобы он нормально переживал даже эти стрессовые ситуации. Не терять бодрости духа, но нужно вкладывать определенные усилия для того, чтобы быть здоровым. Ибо без вас никто ничего делать не будет. Рассчитывать на тетю, дядю, что вам помогут врачи, я как хирург знаю, что да, когда срочное состояние, тут проблемы нет. Тут нужно спасать. Пожар тушить, наводнение, тут все понятно.
Но 80-90 или там больше еще процентов-то все зависит от того, что вы можете заболеть. Так вот, как не заболеть в этих условиях? Что нужно вам? Не мне, не Александру Васильевичу, а вам делать? Мы уже прошли это. Это не значит, что сейчас очень многие обещают вам бессмертие. Там академик Кулачев, и он из Кулачева там придумает обеспечить вам и 100-150 лет. Кому вы нужны? Максимум 2-3 поколения мы живем. А начало поколения 20-25 лет. Значит, 20-25 раз, 20-25 два, еще раз 20, это 75-80 лет получается. Будете жить подольше, но надо жить, не влачить жалкое существование, а жить активно. Чтобы когда придет время ухода туда, наверх, откуда мы, в общем-то, пришли, то вечером попил чай, а утром уже отправился туда вверх. Это обычный путь, нормальный, людей, которые соблюдать будет все, что мы с Александром Васильевичем напишем и уже написали в этой книге. Повторяю, она к Новому году выйдет в печать. Беседы о здоровье и долголетии. Так вот, сода – это единственный продукт. Противопоказаний никаких нет. А каждый день вы закисляетесь. Не так поели, не так попили. Поехали в машине, там ругань была. Это все закисляет организм, имейте в виду. И вы должны гармонично соблюдать себя внутри и снаружи, чтобы, как философом быть. Конечно, это трудно сделать, но это можно воспитать. Да, вы иногда можете реагировать, кому-то врезать, кому-то послать, но чтобы это было адекватно той реакции, которая вокруг вас случается. Но вы должны все время быть в том состоянии, которое позволяет найти выход из любого положения, без всякого мандража. Когда вы взволнованы, ошибки неизбежны. У вас должна быть все время, как говорят, горячее сердце, холодная голова. Так вот, сода снимает вот эти все кислотные наслоения, которые у вас каждый день случаются. Особенно это связано с очисткой и печени, и почек. Пилонефриты – это гнойные процессы, сода. Не надо никаких диализных установок. Вот то, что урологи привязывают к этой системе. Кстати, гемосорбции и диализы. Я стоял у истоков создания этого метода, который потом получила государственную премию. Так вот, все дело в том, при острых отравлениях. А сейчас это превратили в систему околпачивания, дурачения вас. Потом вы привязываете при почечных заболеваниях и печеночных к этой системе уже в неделю, раз или два, но наша процедура 15-20 тысяч стоит. И все, что вы наработали в течение жизни, все туда вкладываете. Вас же дурят. Все, что мы написали с Александром Васильевичем и моих предыдущих книжек, это то, что делать вас будет здоровыми. Но только вы должны знать об этом. Как пить, как кушать, как вести себя, как реагировать на то, что с вами подчас случается. Потому что все очень умные. Все хотят вместо кого-то чего-то там делать. А сами никто ничего не делает. Иван Павлович, вот давайте еще уточним, что соду надо обязательно принимать, когда желудок пустой. Что да, там нет ничего. Только натощак. Только натощак. Это имейте в виду. Минимум за 15-20 минут до еды. Или хотите, если промежутки между... вы натощак должны принимать воду чистую. Тоже это за 10-15 минут до еды. Вода пьется только натощак. После еды минимум через 1,5-2 часа. И вот в эти промежутки утром или вечером вы ложитесь спать, вы же не наедаетесь. Вы уже знаете, что после 7 часов кушать нельзя. А если покушали, то слегка в 9 часов и желудок, и поджелудочная железа должны спать. Там мы подробно говорим с Александром Васильевичем в отношении роли мелатонина. Это депрессия, это работоспособность, кровяное давление. Но никто не учит вас, потому что вы никому не нужны. Я не говорю, что мы пытаемся. Да, мне, наверное, оттуда сверху, что я должен писать эти книги,
и нахожу сподвижников, которые помогают мне это делать. Это единственное, что у вас должно быть в доме. Все остальное не надо читать, не надо обращаться. Вы чувствуете, какой я скромный? Не потому что скромный, потому что я представляю через себя законы природы, что должен знать человек и что он должен делать. Потому что я говорю, что я ничего не придумываю. Это все написано в различных книгах. Я все пришлось суммировать через свой практический опыт. Я и говорю, перекись водорода – это ваше спасение. Не слушайте никого врачей. Книга у вас должна быть. Даже каждый стакан, не 3 раза в день, а в каждый выпиваемый стакан по 10-15 капель капайте. Нельзя капать, врачи боятся внутривенно. Есть еще та дырочка, которая у нас... Это уже, Иван Павлович, мы уже рассказали. Да, мы уже говорили, вы это все знаете. А сода – это тот незаменимый продукт. Даже когда вы прочитаете там при раковых заболеваниях, вначале пол чайной ложки, потом ложечка, потом по 2 чайные ложки 3 раза в день 2 недели. Ведь метастазы почему-то исчезают. Раковые опухоли куда-то нивелируются, исчезают. А потому что любая опухоль, любое онкозаболевание – это мощное закисление организма. А щелочь убирает, раскисляет организм, и человек начинает выходить из положения, из которого сегодня медицина выйти не может. Почему я заявил в аргументах и фактах на весь мир? Рака и СПИДа нет, заявил профессор Немувакин. Меня никто ведь не наказал. Умные онкологи знают об этом. Но у них разработана система. Так принято. Это закон, по которому работают. Я этот закон нарушаю. Но я не нарушаю. Это закон природы. Это естественные условия существования человека. А сегодня человек фактически посажен на искусственную систему воздуха, воды, питания. Ведь мы нормальную пищу сейчас фактически не едим. Земля так же больна, как и люди. А больная земля не может дать хорошую пищу, нормальную. Вот я удивляюсь, Макдональдс пишет, используют чисто экологические продукты. При той системе, которая заполонила Макдональдс весь мир, ну, простите, где они получают экологически чистые продукты? Допустим, экологически чистые. Но в том комплексе, что они дают, это мощный закисляющий продукт, который делает вас больным. Иван Павлович, поэтому в отношении перекиси водорода вы уже знаете, а в отношении соды обратите внимание. Кстати, за рубежом ее выпускают в таблетках. У нас в России это порошок. Если я заявлю, что мне нужна сода, вот для этого ее никто никогда не разрешит делать таблетки. Поэтому используйте пищевую обычную соду. Спасибо, Иван Павлович, за беседу. Будем надеяться, что люди, которые вас сегодня послушали, они последуют вашему примеру и будут использовать соду ежедневно для улучшения своего здоровья. Спасибо вам за внимание. Да, всего вам доброго. Самое главное здоровье, которое в ваших руках. И не только в руках, но и в вашем сознании. Потому что болезней нету, но есть состояние. Вот сейчас вы уже умеете с этим состоянием бороться. Успехов вам!